Федерация Галенты. Семена федерации были посажены, когда первоначальные этнические галенты обнаружили другую цивилизацию, живущую в пределах их Солнечной системы. Галендские ученые заметили, что калдари вступают в индустриальную эпоху в 22463 году нашей эры и немедленно отправили зонды для установления контакта. Вскоре после этого они отправляли пилотируемые миссии с намерением объединиться и помочь тому, что считалось примитивным народом. Калдари охотно приняли технологию Галенты, но остерегались культурного вмешательства. Несмотря на это, две культуры постепенно стали доверять друг другу. Вместе они открыли технологию звездных врат и в конечном итоге разработали варп-двигатель. Это ускорило их способность исследовать и колонизировать кластер. Галенты взяли на себя ответственность несколько в ущерб калдари, к которым иногда относились как к запоздалой мысли, когда дело касалось межзвездной политики. Галенты по очереди столкнулись еще с несколькими расами. Следующими были интаки. Низкотехнологичная раса, живущая на пышной, покрытой джунглями планете. Интаки были гораздо более открыты к культуре Галенты, чем калдари. Быстро освоив новую технологию, они отправились к звездам. Вскоре после этого галенты вступили в контакт с маннарами, группой разделенных наций, которые долгое время воевали друг с другом. Среди маннаров несколько более могущественных наций были рабовладельцами, поэтому вмешательство Галенты оказалось проблематичным. Первоначально галенты пытались снабдить работорговцев технологиями, ожидая, что они откажутся от своей практики в обмен на большие успехи в технологическом развитии. Когда работорговцы не выполнили свою часть сделки, галенты, не теряя времени, отдали все свои технологии врагам работорговцев, а также помогли им сформировать единую коалицию. Всего несколько лет спустя работорговцы потерпели поражение. Довольно скоро все нации под знаменем Галенты начали создавать независимые колонии в регионе Вёрч-Венда. Так как не было никаких правил или положений о колонизации, именно здесь возникли первые реальные конфликты между ними. Много раз планеты, на которые претендовала одна нация, колонизировались другой, что приводило к жарким спорам, которые часто заканчивались кровопролитием. И в конце концов галенты решили, что лучший способ принести мир в свою часть скоплений – предложить Межзвездную Федерацию наций. Рождение Федерации. Дипломатический союз независимых государств, известный как Федеративный союз Галенты Прайм, более известный как Федерация Галенты, был официально основан в 23121 году нашей эры. Галенты, Интаки, Маннар, Калдари и многие независимые штаты Вендора подписали федеральную хартию, в которой излагались права всех штатов и все правила, которым они должны были следовать. Первенство галентов Федерации было связано с их экономическим, технологическим и чисто демографическим доминированием. Вместе с Федерацией пришли многие институты, которые управляют ею сегодня. Был созван Сенат, в котором демократически избранные сенаторы представляли интересы своих учредительных наций. Из их числа избирали президента. В то время как Верховный суд не был создан специальный комитет Сената для рассмотрения международных споров. Наконец был создан Объединенный флот, в первую очередь для патрулирования против пиратства и поддержания мира. Одной из первых миссий новоиспеченной Федерации было быстрое расширение их колонизационных усилий. Калдари долгое время были недовольны большим населением Галенты, более крепкой экономикой и превосходными технологиями. На протяжении десятилетий мегакорпорации Калдари тайно распространялись за пределы досягаемости Галенты, основывая скрытые колонии и тем самым нарушая некоторые директивы Федерации. Когда это было обнаружено, Сенат Федерации быстро организовал экстренный саммит, требуя, чтобы мегакорпорации Калдари отказались от колоний. Корпорации, самый влиятельный фактор в жизни Калдари, отказались от этого предложения. И после встречи на экстренной сессии
Руководители 8 крупнейших корпораций на Калдаре сформировали правящий орган под названием Исполнительный совет и объявили о своей независимости от Федерации. Новая нация будет называться государством Калдари. То правительство Калдари, которое состояло в Сенате Федерации, продемонстрировало твердую солидарность со своими корпорациями, передав контроль над своими вооруженными силами и ресурсами Исполнительному совету. В ответ Федерация блокировала Калдари Прайм, надеясь уморить население Калдари голодом и заставить их капитулировать. Последовало напряженное противостояние. Калдари, привыкшие к жизни в своем суровом родном мире, сидели на корточках и отказывались сдвинуться с места. Галенты, уверенные в собственном превосходстве, полагали, что это был простой вопрос времени, прежде чем Калдари сдадутся. В течение нескольких месяцев тупик затянулся. Ситуация достигла апогея, когда группа калдарских партизан начала бомбить подводный город Нувель-Рувенор, населенный в основном людьми Галенты. Атака опустошила город, отправив почти все полумиллионное население в водяную могилу. Народ Галенты потребовал ответа на уничтожение Нувель-Рувенора. Президент ушел в отставку с позором, заявив, что его бездействие привело к катастрофе. К власти пришла фашистская партия ультранационалистов. Новый президент Люк Дювайлер приостановил действие Конституции, объявив войну чрезвычайным положением в стране, на которое можно было ответить только немедленными и безоговорочными действиями. Дювайлер приказал флоту Федерации начать бомбардировку Калдари Прайм. С миллиардами жителей, все еще проживающих на планете, даже эти бомбардировки, предназначенные исключительно как тактические по своей природе, несли с собой тяжелые потери среди гражданского населения. В течение дня сотни тысяч, как Калдари, так и Галенты, были мертвы, поскольку улица за улицей, район за районом были стерты с карты. Дювайлер верил, что такое жестокое нападение быстро сломит волю Калдари и вынудит их сдаться, но Калдари отказывались подчиняться. Узнать более подробно о противостоянии Калдари и Галенты вы сможете в отдельном видео. В 23180 году нашей эры Галенты впервые вступили в контакт с амарами. Федерация была потрясена, обнаружив другую цивилизацию размером и технологическим уровнем, сравнимую с их собственной. Еще более тревожным было открытие, что амары практиковали варварскую традицию рабства. По мере того, как каждая сторона все больше осознавала возможности другой, каждая понимала, что конфликт принесет больше вреда, чем пользы им обоим. В результате, несмотря на почти диаметральную культурную противоположность, обе стороны заключили договоры. Первым было соглашение о свободной торговле между Галентами и амарами, подписанное в 23210 году нашей эры. Договор носил довольно ограничительный характер, чтобы успокоить беспокойство обеих сторон. Тем не менее, это послужило тому, чтобы привести их к миру, хоть и непростому. Культура и религия. Основная ценность, которая движет культурой Федерации, это личная свобода. Это пронизывает каждый уровень цивилизации, и люди обычно могут жить своей жизнью, как им заблагорассудится. Человек может быть любой расы, религии или вероисповедания и, как правило, найти признание и возможность, куда бы он ни пошел в Федерации. Разнообразие, которое это порождает, сделало Федерацию самой космополитичной из всех империй. В то время как другие три империи больше склоняются к однородности, даже небольшой город в Федерации найдет Галента, идущего бок о бок с амаром, Калдари и Минматаром, всех слоев общества, кровей и убеждений. Благодарю за просмотр. Не забывайте оценивать видео и подписываться на канал. Пишите в комментариях, понравился ли вам ролик такого формата, и оставляйте свои предложения и пожелания. До встречи!